Разговор закончен. Он закончится, когда ты ответишь на мои вопросы. Как ты так долго продержался? Кто тебе помогает? Телепорты. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Телепорт» 2008 года «Джампер» – американский научно-фантастический фильм, снятый режиссером Дагом Лайманом по одноименному роману 1992 года Стивена Чарльза Гулда. «Телепорт» был номинирован на премию «Сатурн», лучший научно-фантастический фильм, лучшая музыка 2009 года и на премию канала MTV «Лучшая драка» 2008 год. Режиссером картины стал Даг Лайман, уже известный экшн-фильмами «Идентификация Борна» 2002 года, «Мистер и миссис Смит» 2005 года и «Грабеж» 2006 года. В основе сценария роман американского писателя-фантаста Стивена Гулда «Прыгун. Джампер» 1992 год. Многие сюжетные линии первоисточника были изменены. В 2007 году, за год до премьеры «Телепорта», Гулд выпустил книгу к фильму, раскрывающую биографию Гриффина О'Коннора. В книге этот персонаж отсутствует. Прости, сцепление барахлит. Какой шик. Так и будешь за мной таскаться, да? Фильм «Телепорт». Актеры и роли. Хейден Кристенсен, Дэвид Райт, Джампер. Рэйчел Билсон, Милли Харрис, школьная любовь Дэвида. Джейми Белл, Гриффин О'Коннор, Джампер, временный соратник Дэвида. Самуэл Л. Джексон, Роланд Кокс, руководитель Ордена Паладинов. Дайан Лейн, Мэри Райс, мать Дэвида. Тедди Дан, Марк Коболт, одноклассник Дэвида. Майкл Рукер, Уильям Райс, отец Дэвида. Макс Стириот, молодой Дэвид. Анна София Роб, молодая Милли. Кристен Стюарт, Софи, дочь Мэри Райс. Рано или поздно ты станешь мерзавцем. А если я другой? Ты не другой. Я другой. Скорей! Начальная сцена фильма «Телепорт» происходит в небольшом городе Энн-Арбор, штат Мичиган, а в качестве статистов участвуют 60 местных подростков. Рэйчел Билсон и Хейден Кристенсен познакомились на съемочной площадке фильма «Телепорт» и встречались до 2010 года. В 2014 году у пары родилась дочь Брайер Роуз Кристенсен, но в 2017 Хейден Кристенсен и Рэйчел Билсон расстались. Взрослых Дэвида и Милли должны были сыграть Том Старридж и Тереза Палмер, но руководство студии хотело видеть в главных ролях более известных актеров. Режиссер Даг Лайман ради правды жизни настаивал, чтобы Хейден Кристенсен сам выполнял большинство трюков. Не все они заканчивались благополучно для исполнителя. Дважды Хейден Кристенсен получил достаточно серьезные травмы, повредил ухо и порезал руку. Когда Гриффин говорил, один псих хотел дом телепортнуть, сдох пока двигал, но здание он тряхнул. Авторы имели в виду Николу Тесла. Когда Дэвид с Гриффином попадают в район боевых действий, то солдаты вокруг говорят по-русски, движется российская боевая техника, и на сгоревшем автобусе виден номер региона 95, относящегося к Чеченской Республике. «Телепорт» – первая часть запланированной, но не состоявшейся трилогии, что объясняет, почему в сюжете столько недоговоренностей и тупиковых ответвлений. Держишь меня? Держу и ни за что не отпущу. «Телепорт» – сюжет фильма. Подросток из неблагополучного района Дэвид Райс, Хейден Кристенсен, считал себя обычным парнем, пока однажды он не узнал, что владеет даром телепортации, когда провалился под лед. Новые способности открыли перед ним весь мир, и Дэвид уходит из дома. Проходит 8 лет, он теперь не мямля, а уверенный в себе молодой человек. Он живет в отличной квартире, у него полно денег, взятых из банков. Он развлекается, посещая красивейшие уголки мира. Позавтракать на голове у сфинкса для него обычное дело. Однажды Дэвид застает в своей квартире темнокожего блондина Роланда, Сэмюэл Л. Джексон, который, недолго думая, пытается убить Дэвида, используя хитроумные приспособления. Ему с трудом удается телепортироваться, и он сбегает в свой родной городок, в одном из баров которого работает его школьная любовь Милли, Рэйчел Билсон. Дэвид предлагает ей совместную поездку в Рим, о котором Милли мечтала еще в школе.
Но в Риме проблемы все же настигают Дэвида. Он знакомится с Гриффином, Джейми Белл, от которого узнает, что он не единственный человек с даром телепортации, есть и другие телепорты. Роланд, пытавшийся его убить, предводитель Ордена Паладинов, который спокон века охотится на телепортах. Поняв, что спрятаться не получится, Дэвид предлагает Гриффину объединиться, чтобы уничтожить Роланда. Роланду удается захватить Милли и устроить засаду в ее квартире. Одержимый убийством Роланда, Гриффин планирует взорвать квартиру, но Дэвид хочет спасти Милли и забирает детонатор, оставив Гриффина на высоковольтной линии. Дэвид прыгает в квартиру Милли и оказывается в ловушке. Он телепортирует квартиру и всех в ней к реке. Освободившись от пут, Дэвид телепортирует Милли в безопасное место, а Роланда бросает в пещере на вершине горы. Дэвид навещает свою мать Мэри, Дайл Лейн. Она член Ордена Паладинов, и ей пришлось уйти из семьи, чтобы спасти его. Дэвид и Милли отправляются в путешествие в теплые страны. Забрал! Я запер их! Без этой машины они попались. Поймал! Нет! Милли! Зараза! Рекомендую посмотреть фильм «Телепорт» 2008 года тем, кто хочет насладиться нескучным, динамичным, зрелищным кино, не напрягающим излишней смысловой нагрузкой. Простой сюжет, понятные герои, ведь на фильмы такого рода ходят не за психологической глубиной, а скорее с экскурсионной целью. Географической же зрелищности в «Телепорте» хватает. Жемчужиной в этом смысле является сцена в Римском Колизее, где до этого вообще никому не разрешали снимать, даже создателю легендарного гладиатора Ридли Скотту. Сэмюэл Л. Джексон, как всегда, на высоте и выше всяких похвал. Роли плохих парней у него получаются просто великолепно. Особенно хорош в «Телепорте» ирландец Гриффин в исполнении Джейми Белла. Второй телепорт, сражающийся с паладинами, фанат компьютерных игр и всяких экзотических штуковин. Спецэффекты, телепортации, драки. Все это сделано в «Телепорте» замечательно. Особенно впечатляет сцена погони в развалинах Колизея, а в Тарале по ночному Токио, перенесенный в пустыню автобус. Прекрасно подобраны локации съемок, все смотрится очень масштабно, красиво и впечатляюще. Так что совмещаем при просмотре «Телепорта» приятное с полезным. И интересный фильм, и урок географии. Интересный, динамичный, ни разу не скучный фильм о телепортации. Далеко не шедевр, но посмотреть один раз можно и даже нужно. Если зрелищное кино и путешествие ваша страсть, усаживайтесь поудобнее и смело включайте «Телепорт». А я замерзла. Давай махнем в теплые края. Куда ты хочешь? Устрой сюрприз.